Лавров насмехается над Путиным и говорит о ядерном оружии. ВСУ прорывают границу в Курской области, а Песков готов изучить план победы Зеленского, но жалуется, что пока ему его никто не дал. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Мир в Украине. На каких условиях и при каких обстоятельствах экс-премьер Швеции озвучил сценарий? Я не думаю, что он будет возможен, пока не будут выполнены два условия. Лавров угрожает Зеленскому расправой и говорит о ядерном оружии. Что стоит за новым сигналом Москвы? Завтра, если вы не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на красную кнопку. В Кремле готовы изучать пункты украинского плана победы и ждут контакта с Киевом. Мы, конечно же, внимательно изучим. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаю. Украинские военные показали, как прорвали новый участок российской границы в Курской области. Видео опубликовало подразделение 95-й отдельно-десантно-штурмовой бригады. В официальном сообщении не уточняется, на каком именно отрезке границы произошел этот прорыв, однако с помощью видео, которое снял БПЛА, четко видно, как и что происходит на границе Украины и РФ. В десантно-штурмовых войсках рассказали и, собственно, показали, как украинские военные расчищают себе дорогу, принимают первые бои и уничтожают опорный пункт российской армии. Но вот сейчас россияне с этим сталкиваются постоянно. Фейковыми оказались их границы, на которые, опять же, они тратили десятки миллиардов российских рублей, забирая их из карманов российских граждан и заставляя их жить в нищете. И мы видим, как украинцы все то, на что было потрачено, опять же, очень большие деньги, деньги достаточные для того, чтобы построить все дороги в России, начиная от самой западной точки до самой восточной, до Сахалина, школы, детские садики, поставить, в конце концов, унитазы в домах и провести газ. Этих денег, которые за год они тратят на войну в Украине, было бы достаточно, но оказывается, что война в приоритете. Тем временем расстроенный командир кадыровцев Алаудинов в нескольких своих последних видео говорит о непростой ситуации в Курской области и про закрепление ВСУ, и про новые попытки прорыва в этой области. На нашем участке, я так понял, перебросили новые отряды беспилотчиков противника, которые усердствуют, конечно, тоже очень серьезно. Максимальное количество птичек, их, наверное, уже сотни и сотни и сотни, которые круглосуточно прям летают на нашем участке, пытаются чего-нибудь добиться. В РФ тем временем попытались обвинить Украину в гибели мирных жителей в Курской области, пишет Рейтер. В МИД Украины на это обвинение ответили напоминанием, что Украина соблюдает международное и гуманитарное право и не наносит ударов по мирному населению. Российская стратегия на восточной линии фронта остается неизменной с начала полномасштабной войны. Армия оккупантов пытается подавить украинскую армию за счет явной мощи и ресурсного преимущества. Об этом пишет Financial Times. Авторы издания говорят о непростой ситуации в районе Покровска и Мирнограда, Донецкой области, где до войны проживало в общей сложности 100 тысяч человек. Авторы издания также со ссылкой на украинских военных говорят о том, что сейчас армия РФ изменила свою тактику и направление наступления. Но Россия также изменила тактику, замедлив продвижение в сторону Покровской, попытавшись обойти украинские позиции с флангов. Сейчас она сосредоточена также на территории вокруг Угледара и Курахова, еще одного опорного пункта, который сталкивается с интенсивными российскими атаками с юга. Украинские военные аналитики признают, что на этих направлениях действительно не самая лучшая обстановка и говорят, что будет, если россиянам удастся захватить новые населенные пункты на Донбассе. Схлопывание этого направления Угледарска-Кураховского даст возможность россиянам подойти с юга к Селидово и с юга к Покровску. Тогда мы потеряем Покровск. И это направление в том числе, это как раз даст возможность Путину показать положительную динамику в его СВО.
Кремль ждет официального обращения и контакта с Киевом. И только после этого в Москве будут готовы ознакомиться с планом победы Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. Он также жалуется, что сейчас тяжело все понять и оценить, так как информацию черпает лишь из публикаций западных СМИ. Но по сути намекает, что ждут звонка. Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения о СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной. Мы к этому относимся очень сдержанно. А что вы думаете о таком заявлении Пескова? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. Война РФ против Украины будет продолжаться, пока Путин и его окружение не потеряют уверенности в том, что могут сломить украинцев и Запад. Об этом в своей колонке для РБК «Украина» пишет бывший премьер-министр Швеции. Бильд при этом также называет условия, при которых можно будет достичь долгосрочного мира. Одно из этих условий – потеря Путиным власти. Долгосрочный мир – это более сложная задача, и я не думаю, что он будет возможен, пока не будут выполнены два условия. Во-первых, Путин должен утратить власть, он железной хваткой контролирует Кремль и российское общество, и он слишком одержим своими имперскими идеями, чтобы когда-нибудь согласиться на подлинный мир. Во-вторых, будущее Украины должно убедительно защищаться членством в Евросоюзе и надежными западными механизмами безопасности. Лавров насмехается над красными линиями Путина. В интервью Sky News Arabia он готов был рассмеяться, когда услышал вопрос журналистки о возможном применении России ядерного оружия. И в этой же ситуации Лавров вновь решил угрожать украинским властям. Говорит, все находится в боевой готовности. Каждый раз, когда переступаются красные линии, возникает вопрос, где же на самом деле пролегают эти красные линии в контексте ядерного оружия? Вы знаете, мы говорим о красных линиях, рассчитывая на то, что наши оценки, наши заявления услышат умные люди, которые принимают решения. Говорить, что вот завтра, если вы не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на красную кнопку, это несерьезно. И никто не хочет ядерной войны, мы это многократно говорили, но, смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь очень серьезные последствия для хозяев украинского режима, и эти вооружения имеются, и они в состоянии полной боевой готовности. Напомню, самым ярым любителем говорить о применении ядерного оружия является Медведев. По подсчетам телеграм-канала «Сирена», лишь в период с февраля 2022 года по июль 2023 он угрожал ядерным ударом как минимум 60 раз. И на этом, как мы помним, не остановился. Американский институт изучения войны также пишет, что РФ вряд ли применит ядерное оружие в Украине или в других местах. Аналитики также напомнили, что российские военные недавно провели неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Подтверждение этому – спутниковые снимки повреждений на космодроме Плесецк в Архангельской области и кратер на месте шахтной пусковой установки. Камала Харрис опережает Дональда Трампа. Согласно опросам NBC News, сейчас отрыв между кандидатами увеличился практически на 5%. Кроме того, американцы стали лучше относиться к Харрис после того, как она стала кандидатом в президента от демократов и, конечно же, после последних теледебатов с Трампом. Кстати, Харрис уверена, что она еще не все сказала и поэтому готова к еще одной телебитве. Ну, вы, наверное, слышали, что я хотела бы провести еще одни дебаты. Так что я надеюсь, что бывший президент согласится на это. Нам еще многое нужно обсудить. Тем временем Трамп уже успел несколько раз за последний месяц сказать о своем возможном поражении, а также о том, что если ему не удастся стать президентом в этом году, то больше баллотироваться он не будет. Совет Европы призывает Польшу соблюдать международные обязательства в области прав человека на границе с Беларусью. Действия Варшавы раскритиковал комиссар Совета Европы, который побывал в Польше со спецмиссией по нелегальной миграции через белорусско-польскую границу.
Он признал проблемы, которые существуют из-за действий режима Лукашенко, который намеренно создает миграционный кризис на границе. Однако в то же время Майкл О'Флаерти говорит, что Варшава должна делать больше для соблюдения прав людей, которые ищут защиты в ЕС, и не выдворять их принудительно на территорию Беларуси. Об этом идет речь в официальном заявлении. Практика принудительного возвращения лиц через границу в Беларуси без проведения индивидуальной оценки, включая в некоторых случаях лиц, которые официально обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Польши, подвергает их риску серьезных нарушений прав, охраняемых Европейской конвенцией по правам человека. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и комментарий вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.